Часто битвы могут сказать намного больше скучных диалогов. «Царство небесное», «Последний самурай», «300 спартанцев», «Храброе сердце», Господь говорит, что вытащит меня из этой заварухи. А вот твоя песенка спета. «Центурион». И, конечно же, фильм «Троя», который погружает нас в мир, где сражение не просто зрелище, но и катализаторы событий, раскрывающие истинные лица героев и двигающие сюжет к драматичной развязке. Ты явишься воить слепым, глухим, немым, и мертвецы будут говорить. Это Гектор. В лучших традициях жанра исторического боевика фильм «Троя» с первых же минут погружает нас в атмосферу сражений. Уже на 7-й минуте картины разворачивается первая дуэль, которой нет в «Илиаде», но она играет две важные функции в фильме. Во-первых, захватывает внимание зрителя, сразу же втягивая его в водоворот событий. Во-вторых, позволяет нам познакомиться с одним из главных героев – Ахиллесом. Режиссер Вольфганг Петерсон делает это мастерски, показывая нам отношение античного героя к происходящему. Может, лучше сам сразишься? С первых же кадров мы видим, что Ахиллес не разделяет цели своего царя Агамемнона и не питает к нему особого уважения. Отдай его своему царю в знак смирения. Он мне не царь. Чего уж говорить, он проспал важную битву, а появившись на поле боя, ведет себя надменно и даже хочет отказаться от дуэли. Представь, что цари бились бы сами. Вот было бы зрелище. Лишь слова о том, что его победа может спасти множество жизней и закончить войну, заставляет его выйти на бой. Дай им вернуться домой к женам. Ему чужды политические игры и жажда власти. Я прошу тебя биться за греков. А что, греки устали убивать друг друга? Он воюет не за царя и не за славу, а за честь. Это Ахиллес в бою добывает честь, Агамемнон же добывает власть. Эта неопределенность Ахиллеса будет прослеживаться на протяжении всего фильма. Он терзается сомнениями, ищет свой путь и в конце концов сделает выбор, который навсегда изменит его судьбу. Этот диалог – один из ключевых моментов фильма. Я должен решить. На первый взгляд он может показаться незначительным, однако его значение сравнимо с поведением героя перед первой схваткой. Именно здесь раскрывается его неоднозначное отношение к происходящему и глубокие сомнения. Что выбрать? Спокойная семейная жизнь или вековая слава? Славу твою держит за руку твоя погибель. Диалог с мальчиком перед дуэлью также нужен для того, чтобы поближе познакомить нас с героем Брэда Питта. Будь я бессмертным, закрывался бы я щитом. Благодаря этому в самом начале фильма мы узнаем, что Ахиллес – обычный уязвимый человек. Это очень существенное различие с эпическим оригиналом, где царят боги и полубоги. В фильме «Троя» идея о том, что Ахиллес – обычный человек, пожалуй, одна из основных. Он уязвим, но бесстрашен. Именно смелость делает его бессмертным. Героем может стать не только бог или полубог. Им может стать обычный человек, если он обладает силой духа, смелостью и целью. Если смотреть на эту дуэль с исторической точки зрения, то мы увидим огромное количество ляпов. Например, Багрис выглядит как варвар, а не греческий воин. По сути, он должен выглядеть как обычный гоплит. На нем нет доспехов, кроме каких-то случайных тряпок. А в руках у него 2 копья и щит, что не очень правильно. Дело в том, что у копий был анкил. Кожаная петля, прикрепленная возле центра массы, куда продевались пальцы, позволяя воину бросать копье в половину сильнее. После первого броска Багрис не стал бы судорожно продевать пальцы в петлю, особенно в пылу битвы. В этот момент Ахиллес бросает свой щит. Древнегреческие воины никогда не бросали щит во время битвы. Не только из-за очевидной практичности, но и из-за культурных норм того времени. Это считалось неуважением, а иногда даже знаком капитуляции. Но будем честны, все эти неточности не портят впечатление от просмотра и отлично справляются с главной задачей – зрелище и информация. Огромный мужик, похожий на варвара, был выбран специально, чтобы показать контраст и дать понять зрителю, что Ахиллес невероятно опытный воин, готовый побеждать соперников в разы сильнее и больше него. Если бы Брэд Питт не бросил щит, то мы бы не увидели такой красивый и зрелищный прыжок. В целом, эта дуэль сделана очень хорошо. Хореография, скорость, темп – все доведено до идеала, благодаря чему легко прощаешь все исторические неточности. То, как сделаны батальные сцены, просто невероятно. Теперь поговорим о битве на пляже Трои. Под тревожную музыку мы видим огромный флот и одинокий корабль впереди. Несложно догадаться, кто на борту. Несмотря на то, что Ахиллес не считает троянцев своими врагами, он первый рвется в бой. Причина проста. Что ждет нас по ту сторону моря?
Бессмертие! Некоторое время спустя нам показывают Аякса, который по сути хочет того же, что и Ахиллес. Однако есть очень большое отличие. Мы видим два разных взгляда на войну и на цели, которые преследуют герои. Ахиллес, движимый жаждой бессмертия, сражается с холодной расчетливостью. Он понимает всю жестокость войны и готов на все, чтобы добиться своей цели. Мирмидонцы, мои братья по оружию. В противовес ему выступает Аякс. Гребите, бездельники! Гребите! Греки умирают! Для него война – это путь к славе, к всеобщему признанию. Он не задумывается о последствиях, он просто хочет сражаться и побеждать. Он хочет, чтобы вся слава досталась ему. Эта разница в мотивах подчеркивается в сцене, где Ахиллес пытается уберечь своего племянника Патрокла от участия в войне. Я не смогу воевать и смотреть, чтобы тебя не убили. Охраняй корабль. Ахиллес понимает, что война – это не место для юных и наивных героев. Он хочет оградить Патрокла от своей судьбы, от бессмысленных убийств и неминуемой смерти. Ты хороший ученик. Но для битвы мало одного этого. Захватив храм Аполлона на пляже Трои, Ахиллес оскверняет статую. Аполлон – бог света и покровитель муз. Оскверняя его статую, Ахиллес отворачивается от света, от мира и гармонии. Он выбирает тьму войны, выбирает путь гибели. Эта сцена подчеркивает трагизм судьбы Ахиллеса. Аполлон все видит. Во время высадки на пляже состоится первая встреча Гектора и Ахиллеса. Их диалог не просто обмен фразами. Это столкновение двух мировоззрений, двух судеб. Гектор, находящийся в проигрышном положении, отражает в своих словах стремление сохранить мир, омытый кровью. Он – олицетворение долга, верности своему народу и семье. Что привело тебя сюда? Память об этой войне переживет тысячелетия. Ахиллес же, стоящий перед ним как мраморная статуя, холоден. Я таким родился. Это моя суть. Его слова пронизаны сарказмом и иронией. Может, твой брат их утешит? Я слышал, он любит обольщать чужих жен. В этом диалоге мы видим не просто противостояние двух воинов, но и столкновение двух цивилизаций. С одной стороны Троя, хранящая верность своим традициям, ценящая жизнь каждого человека. С другой — Греция, жаждущая завоеваний. Гектор и Ахиллес — это два лика войны, два ее отражения. Один — защитник, другой — разрушитель. В их диалоге нет места компромиссу, нет надежды на примирение. Они – пленники своих судеб, обреченные на кровавую битву, которая станет трагедией для обоих. Зато тысячелетия не переживем мы с тобой. Диалог в храме Аполлона – это не просто важный момент в развитии сюжета, это ключ к пониманию героев, их мотиваций и целей. Он позволяет нам увидеть войну не как героическое сражение, а как страшную трагедию, уносящую жизни и разрушающую судьбы. Ахиллес отпускает Гектора не из-за доброты или понимания. Причина совсем в другом. Зачем мне убивать тебя сейчас, троянский царевич? Никто этого не увидит. Если же смотреть на эту битву с точки зрения реализма и истории, то могут возникать вопросы. Неправильный парус на корабле. Парус черный. Это Ахиллес. Он должен быть коричневый. Мифическая фишка мирмидонян. Македонии. Македоняне или Македонии, слышь? Македоняне. Македоняне? Горящие стрелы, которых тогда еще не придумали. Езда верхом во времена колесниц. Неправильные доспехи и оружие. Аякс, который выглядит скорее как германский воин. Список можно продолжать, но это никак не влияет на истинную цель этой бойни. Раскрытие персонажей и, конечно же, зрелище. Гомер довольно интересно описывает технику боя. Однако его больше интересовал непосредственный бой двух человек, а не отрядов. И вот настал черед сражения между Менелаем и Парисом. Эту дуэль без преувеличения можно назвать пацанской разборкой, где на кону не просто честь, но и судьба целого государства. В центре конфликта царевича Трои и царя Спарты, как водится, девушка. Пока брат Париса Гектор пытался урегулировать конфликт и заключить мир с греками, его непутевый родственник ввязался в сомнительную авантюру, украв Елену, жену Менелая. Поступок, мягко говоря, не самый умный, но в этом и заключается его символичность. Сквозь все действия Париса красной нитью проходит его наивное юношеское отношение к жизни. Он всерьез полагает, что конфликт такого масштаба можно решить по-пацански, честным поединком 1 на 1. Давай сразимся в честном бою.
Победителю везет ее домой. не ведая, что за этой красивой ширмой скрываются совсем другие намерения. Мне нужна Троя. Манера боя Париса также отражает его подростковый максимализм. Его слова расходятся с делами. С одной стороны, он пылко бросает вызов, Утром я вызову Менелая на битву за Елену. Победитель ведет ее с собой, а побежденного предадут огню. с другой, его действия неуверенны и хаотичны. Седлаем пару резвых лошадей и поскачем на восток. Неумелые удары, контрастирующие с мощной фигурой Менелая, блестяще воплощены Орландо Блумом. Удар кулаком Париса выглядит так, будто причиняет больше вреда его руке, чем противнику. А вспомните, как все начиналось. Спартанцы тебя убьют. Я умру в сражении. Будем охотиться, рыбачить. Не будет дворцов, и слуг не будет. Пока этот меч в руках троянца, у нашего народа есть будущее. Я думаю, у каждого есть такой знакомый, как Парис. Тот самый парень, который сначала действует, не думая о последствиях, а потом, столкнувшись с их тяжестью, самоуверенным видом кидает фразы о том, что все уладит, но при первых же трудностях исчезает. Отмазал. В фильме «Троя» мы видим, к чему может привести такое поведение, но уже в масштабах целого государства. За одну ночь было разрушено то, что создавалось годами прошлыми поколениями. Отец много лет добивался этого мира. На протяжении всего повествования Парис не перестает твердить о чести и мужественности. Однако его действия на поле боя и за его пределами рисуют совсем иной портрет. Я в лицо ему скажу, что ты моя. Когда победивший его брат Ахиллес стоит перед ним, он трусливо расстреливает того из лука, не принимая бой. Этот визуально эффектный прием не только подчеркивает разницу в характере братьев, но и несет в себе глубокий смысл. Гектор, оказавшись в схожей ситуации, когда Ахиллес вызвал его на дуэль у стен Трои, не раздумывая, вышел за ворота города, чтобы с честью принять вызов. Несмотря на то, что это был не его конфликт, он не стал прятаться за спинами своих лучников, а смело лицом к лицу встретил врага. В этом противопоставлении действий братьев кроется невероятно глубокая мысль, которую, к сожалению, многие зрители упускают из виду. Парис, чьи слова пестрят пафосными заявлениями о чести и доблести, на деле оказывается трусом, прячущимся за чужими спинами. Гектор же, будучи более прагматичным и рассудительным, не боится сражаться за свои идеалы, даже если это означает рискнуть собственной жизнью. Противопоставление Париса и Гектора служит не просто украшением сюжета, но и заставляет задуматься о том, что же на самом деле стоит за понятиями честь и мужество. Это сражение Менелая и Париса мастерски показывает, что истинная храбрость проявляется не в громких словах, а в поступках, совершенных в самый ответственный момент. По традиции, немного ляпов. Менелай был немногословным, честным и мужественным человеком. В фильме он показан как очень противный парень. Менелай, желая унизить Париса, выкидывает свой щит. Это просто невозможно, поскольку в те времена это значило бы, что он сдается. К тому же щит был невероятно важным оружием в арсенале древнего грека. Например, когда Ахиллес получил доспехи и оружие от бога Гефеста, меч описывается одной строчкой, тогда как щиту посвящено 130 строк. Это то же самое, если бы король Артур в начале боя выкинул свой Экскалибур. Теперь поговорим о самом масштабном сражении в фильме – «Битва у стен Трои». Эта монументальная сцена, снятая более 20 лет назад, до сих пор поражает своим размахом и качеством постановки. За эти 2 десятилетия лишь единицы фильмов смогли сравниться с ней по масштабу и зрелищности. На ум приходит разве что «Царство небесное», где также блистал Орландо Блум. И если вы вспомнили крутые масштабные битвы, снятые после 2004 года, пишите в комментариях. Стоит отметить, что битва в Трое могла быть еще масштабнее. Дело в том, что Ахиллес и его люди отказались участвовать в сражении. Фильм показывает, что под командованием Ахиллеса находится лишь небольшой отряд, хотя в Илиаде Гомера говорится примерно о 6000 воинов.
В фильме существует несколько причин, по которым Ахиллес и его мирмидоняне Македоняне! Радионяне! Так дураком помрете. отказались участвовать в битве. Первое, самое очевидное, озвучено самим героем. Мы выступить готовы. Пусть Агамемнон попросит Ахиллеса вернуться. Но есть и более глубокие мотивы. Никого не бояться весьма опасно. Страх полезен. Ахиллес, как и все вокруг, понимает, что прорваться через неприступные стены Трои практически невозможно. Он не говорит напрямую своим воинам о причинах своего решения, но позже в диалоге с Патроклом раскрывает истинный мотив. Меч держать я тебя научил, но не объяснил, ради чего и кого он должен разить. Вспоминая предыдущие битвы, мы видим, что Ахиллес терзается сомнениями по поводу своего жизненного пути. И сцена перед битвой яркое тому подтверждение. Абсолютная ярость против абсолютного благородства. Все эти многочисленные эмоции троянцев сняты с одной целью — усилить реакцию. Войско действительно большое, но все понимают, что пробиться через стены просто невозможно. Вся эта сцена показывает невероятно большое эго царя Агамемнона. Он, одержимый жаждой победы, слепо бросает своих людей на верную смерть, уповая лишь на численное превосходство. Его безрассудство контрастирует с мудрым решением Ахиллеса, отказавшегося участвовать в бессмысленной бойне. Ахиллес, трезво оценивая ситуацию, понимает, что никакая армия не возьмет Трою силой. Троя еще никому не покорялась. Завоевать ее, по слухам, невозможно. Он видит бессмысленность атаки и не желает губить своих людей. Агамемнон же одержим жаждой власти и тщеславием. Он не слушает советов опытных военачальников и обрекает своих солдат на гибель. Противопоставление Ахиллеса и Агамемнона подчеркивает эту мысль. Истинный герой не тот, кто бездумно бросает людей в бой, а тот, кто способен трезво оценить ситуацию и сохранить жизни своих воинов. В этой сцене сталкиваются два мира – мир безрассудного величия и мир мудрого расчета. И исход этой битвы уже предрешен. Я буду смотреть на твой труп и улыбаться. Нельзя не упомянуть бой между Гектором и Аяксом, который состоится во время сражения у стен Трои. В сравнении с Илиадой Гомера, в фильме эта битва имеет принципиально другое значение. Она служит инструментом для создания контраста между Гектором и Ахиллесом. С помощью дуэлей Ахиллеса с Багрисом и Гектора с Аяксом создатели фильма демонстрируют их представление о чести, манеру боя как отражение их внутреннего мира. Оба противника здоровые парни, которые визуально должны уничтожать противников за считанные секунды. Сражения героев происходят в одинаковых условиях, но их решения кардинально различаются. Ахиллес, самоуверенный, проспал свою битву, но легко и непринужденно одержал победу над Багрисом. Гектор же, увидев Аякса, сам бросился в бой, как бы проверяя себя. Его победа над Аяксом далась ему нелегко и в некоторой степени была обусловлена везением. Невероятно тонкий момент от создателей фильма, который плавно подводит сюжет к столкновению двух философских взглядов на жизнь. Дуэль Гектора и Аякса — это не просто зрелищный эпизод, а важный элемент, раскрывающий глубину персонажей и подчеркивающий грядущее противостояние Ахиллеса и Гектора, которое станет кульминацией всего фильма. Когда это кончится? Это будет вечно. Ахиллес, плененный любовью к Брисеиде, приходит к мысли, что война не для него. Одурманенный чувствами, он всерьез подумывает покинуть Трою, чтобы начать мирную семейную жизнь. Именно в этот неподходящий момент троянцы решают нанести ответный удар. Молодой и горячий Патрокл притворяется Ахиллесом и ведет мирмидонцев в бой. Неудивительно, что эта затея оборачивается трагедией. Гектор, не ведая, что сражается не с самим Ахиллесом, без труда побеждает Патрокла. Сняв шлем поверженного, Гектор с ужасом осознает, что перед ним не грозный герой, а лишь подражатель. Этот эпизод играет ключевую роль в развитии сюжета и предстоящей битве между Гектором и Ахиллесом. Теперь между ними еще больше общего. Оба героя втянуты в конфликт не по своей воле, а из-за глупости и наивности близких людей. Гектор из-за интриг брата, Ахиллес из-за тщеславия и наивности племянника. Смерть Патрокла не только будоражит чувства Ахиллеса, но и подчеркивает трагизм ситуации. Оба героя, Гектор и Ахиллес, воюют не за правое дело, а по стечению обстоятельств, становясь жертвами чужих амбиций. Эта битва не просто зрелищное сражение, а важный шаг к финалу, где Ахиллес, движимый жаждой мести, встретится с Гектором в смертельной схватке. Теперь их противостояние обретает еще более глубокий смысл
выходя за рамки обычного военного конфликта. Понимая персонажей кино, мы лучше понимаем себя. Для этого и нужен кинематограф. И вот мы на пороге главного сражения фильма – поединка Ахиллеса и Гектора. Именно здесь наиболее ярко раскрывается контраст между героями как воинами, так и людьми. Здесь фильм точно передает образ Ахиллеса, описанного Гомером, как величайшего воина, одержимого горем, гордыней и яростью, превращающим его в пешку войны. В фильме отсутствует важный элемент из Илиады – упоминание о том, что после смерти Патрокла Ахиллес не мог умереть от рук смертного. Но даже без знания Илиады зритель может прийти к такому же выводу, наблюдая за их схваткой. Сцена мастерски раскрывает характеры героев с помощью их движений, действий, диалога и поведения. Поединок подчеркивает истинную природу и мастерство каждого воина. С самого начала он демонстрирует неравенство сил. Ахиллес — агрессор, хладнокровно контролирующий ход боя, как хищник, оценивающий свою добычу. По мере развития сражения звуки ударов щитов и мечей перемешиваются с тяжелым дыханием и стонами боли. Но не Ахиллеса. Гектор проигрывает. И, несмотря на свою ловкость, сражается из отчаяния, из страха за свою жизнь, что делает его движения все более беспорядочными и безнадежными. Это идеально контрастирует с методичными, расчетливыми движениями Ахиллеса. Один человек сражается, чтобы победить, другой, чтобы выжить. Завораживает то, как Ахиллес движется с грацией, словно в танце, дразня своего главного соперника. Разница между ними становится очевидной. Ахиллес явно лучший боец, но Гектор – лучший человек. Его эмоции и отчаяние отражают его безнадежные попытки сохранить свою жизнь и все, что ему дорого. В сравнении, Ахиллес заметно лишен эмоций, когда он сражается. Он здесь просто ради мести и славы, тогда как Гектор, чтобы защитить все, что он любит. В итоге Гектор выглядит более человечным, а Ахиллес становится больше похожим на силу природы, чем на человека. Он ни разу не проявляет страха и полностью контролирует ситуацию. Его гордыня требует этого. Клятв между львом и человеком быть не может. Ахиллес добивает Гектора, плавно и уверенно продвигаясь к своей цели, как непреодолимая волна, накрывающая все на своем пути. Когда Гектору удается в последний раз поднять голову и встретиться с холодным взглядом Ахиллеса, он погибает перед городом, который так любит. Вы видите безграничную ярость против того, кто заслуживает безграничное уважение. Дуэль приводит нас к сцене, которую практически все кинокритики называют сильнейшей в фильме. Приам, великий царь Трои, в смирении приходит в лагерь врага, рискуя жизнью ради чести и уважения к своему погибшему сыну. Появляясь перед Ахиллесом, Приам демонстрирует невероятное мужество и отчаяние. Он склоняется перед убийцей своего сына, прося вернуть тело Гектора для достойного погребения. Ахиллес, изначально пораженный появлением Приама, постепенно смягчается под влиянием слов старого царя. Приам напоминает ему о его собственном отце, вызывая в Ахиллесе чувство сострадания. Этот момент в фильме показывает, что даже величайшие воины не лишены человечности и способны на милосердие. Ахиллес, несмотря на свою ярость и гордыню, проявляет благородство, возвращая тело Гектора. Режиссер фильма умело передает эмоциональную напряженность сцены через мимику и диалоги персонажей. Музыкальное сопровождение усиливает чувство трагичности момента. Мы скоро встретимся, брат мой. Эта сцена подчеркивает контраст между жесткостью войны и хрупкостью человеческих чувств, напоминая зрителям о вечных ценностях – чести, сострадании и уважении. В конечном итоге сцена с Приамом и Ахиллесом, как и весь фильм, в принципе, служит мощным напоминанием о том, что даже в разгаре войны и ненависти есть место для человечности. Но и врагам можно уважать. Спасибо за просмотр. Удачи! Если на выходе из кинотеатра один глаз у вас плачет, а другой смеется, значит, вы не зря потратили время.